Я переехал жить и работать в Ялту в 1981 году. А этот музей мы открывали в 2006. То есть прошло, в общем-то, четверть века. И за четверть века, конечно, я много раз проезжал мимо этого дома. Я, конечно, знал, что здесь Антон Павлович жил, у Капитолины Михайловны Иловайской. Здесь он работал над знаменитым своим рассказом «Душечка». Вот. И мысль о том, чтобы превратить это святоичевское место в музейное место, она, конечно, много раз приходила мне в голову. Жизнь на даче Амур, она помогла Чехову принять это важное решение – построить дом в Ялте. И вот этот крымский период начинался все-таки с периода амурского. 6 месяцев – самые плодотворные и счастливые полгода в жизни Антона Павловича. Мысль о необходимости создать музей на даче Амур, она возникла после разговора как раз с Ксенией Васильевной Жуковой. Она мне рассказала о том, как она вместе с своей молодой семьей жила вот в этой самой комнате, грелись вот от этой самой печки. И для того, чтобы можно было готовить пищу, к этой печке снизу была пристроена такая кирпично выложенная плита. На этой плите они готовили там картошечку, супы и всякое такое прочее. Вот. И можете себе представить, когда ей дали уже настоящую квартиру в городе, она сумела сохранить и забрать с собой вот эти самые изразцы, которые были сняты во время переделки этой печки. И я сказал: эти изразцы живы? Она говорит: да, они у меня дома хранятся. Мы поехали, привезли их сюда, нашли мастера, и он восстановил 1 к 1 вот эту печь, эти изразцы, и сердце мое, конечно, возликовало. Вы знаете, дом этот, он живет своей жизнью. В нем есть, вы знаете, энергетика, в нем есть определенная харизма. Эти стены, эти камни, эти печи удивительные, эти высокие потолки, они помогают представить, как Чехов сидел у окна, любовался цветником под окнами. Старинный особняк на улице Кирова всегда привлекал внимание ялтинцев и, конечно, был знаком всем с детских лет, но вот никто не знал его истории настоящей, хотя здесь висела мемориальная доска о пребывании Толстого, Горького и Чехова. И вот в канун 90-х годов здесь мы получили разрешение от исполкома создать экспозицию. Но, к сожалению, не успели, потому что вот разрушился Советский Союз, и в связи с этим произошло переподчинение музея, и он столкнулся с очень большим количеством проблем, в том числе в плане музеификации. И мне надо было оставить после себя что-то серьезное. И тогда я занялся этим музеем. На эту работу шло примерно 1,5 года. Я создал примерный план, последовательность всех действий, которые необходимо было сделать. Здесь представлена чеховская карта Крыма. Это очень интересно для людей, которые приезжают сюда на отдых и хотели бы поездить по Крыму. Ну вот в данном случае у них есть возможность путешествовать по следам Антона Павловича Чехова. И многим это интересно. Экспозиция – это дело живое.
потому что каждый день рождаются новые мысли, каждый день рождаются новые предложения. Ну, в частности, очень много пришлось в первоначальной экспозиции заменить вот в литературной части, как вы понимаете. Очень многое пришлось перекомпоновать вот в этой мемориальной части. Я ушел из директоров и стал заведовать этим музеем. И, конечно же, эти годы были посвящены тому, чтобы постоянно дополнять, усовершенствовать эту экспозицию.